Господин министр, сначала разрешите прочитать слова благодарности от имени нашего главного редактора АРТИ Маргарита Симонян. Позволите от всего коллектива АРТИ выразить признательность МИД, генеральным консульством в Нью-Йорке и Дубае за помощь в возвращении на родину. Наша коллега, которая подвергалась преследованию от ФБР. Если есть по этому поводу что сказать вам, буду благодарен. А мой вопрос, господин министр, в Москве неоднократно говорили, что после авантюры в Курской области, что и речь не может быть о каких-либо переговорах. Что-то за последние дни изменилось, учитывая того, что высказался на этот счет и Шульц, и самого Зеленского? Во-первых, что касается непосредственно ситуации с террористическим нападением вооруженных сил Украины на Курскую область, и с продолжающимися, кстати сказать, террористическими атаками по объектам в других приграничных регионах, имею в виду и Белгород в том числе, я хочу привлечь ваше внимание к словам президента Путина, которые он произнес на Восточном экономическом форуме несколько дней назад, когда он назвал священным долгом наших вооруженных сил освобождение Курской области и всей в целом территории Российской Федерации, где украинские неонацисты творят беспредел, говоря по-нашему. Я хочу в этой связи также, и поскольку вы сослались на какие-то различные инициативы, но инициатива Зеленского, она давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды, и то, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно. Запад не хочет договариваться по-честному, Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя. Они хотят ослабить конкурентов. Поэтому формулу Зеленского мы даже всерьез никогда не рассматривали и только выражали удивление, что на нее кто-то еще покупается. Но делается это, конечно, под давлением Запада. А вот звучат инициативы, вы упомянули, канцлер Шольц сказал, что пора начинать договариваться. В немецкой прессе и в других средствах массовой информации содержатся намеки о том, что давайте исходить из того, что придется территориальный вопрос решить с учетом реалий на земле. Речь не о территориях. Мы чужой земли никогда не хотели. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемлемой частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески, как того требует международное право, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств, и как того требует, прежде всего, Устав Организации Объединенных Наций. Вот многочисленные идеи, которые плавают вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия и выполнить международное право, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины. Международное право не только про это. Во-первых, территориальная целостность гарантированно обеспечивается тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на соответствующей территории. Это решение Генеральной Ассамблеи, единогласное. То, что неонацисты в Киеве после госпереворота не представляли никого, в восточной части Украины, в Новороссии, и в Крыму, само собой, по-моему, доказывать нельзя. Но главнее другое. Главнее то, что устав ООН требует уважать права человека, любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. В этом корень конфликта на Украине. Потому что права людей после госпереворота, людей, которые сопричастны к русской культуре, истреблялись. Сейчас законодательно запрещен русский язык во всех сферах жизнедеятельности, и в образовании, и в средствах массовой информации, в искусстве, культуре, и даже в быту. И помимо этих законов,
только что принят и подписан Зеленским закон о фактическом запрете Украинской Православной Церкви. И вот привлекаю внимание к тому, что ни одна инициатива, я даже сейчас про Зеленского не говорю, но ни одна инициатива, в том числе, которые выдвигаются нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений, ни одна из этих инициатив не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке на тех землях, которые Зеленский считает своими. И я говорил на эту тему сегодня со своими коллегами и из Бразилии, и из Индии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам, заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса. Я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая, когда людей стали объявлять террористами только за то, что они не приняли госпереворот и отказались подчиниться путчистам, которые объявили своей целью сразу после госпереворота уничтожение всего русского и изгнание русских из Крыма, в частности. Там тоже был такой лозунг. Вот к этому мы привлекаем внимание наших коллег. Говорим об этом и с нашими китайскими друзьями. Без того, чтобы посмотреть в корень этой проблемы, ничего не получится. И мы в этой связи, конечно, весьма позитивно относимся к известной инициативе председателя Си Цзиньпина о инициативе глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации. Это в полной мере относится и к украинскому кризису, и только разобравшись в первопричинах, можно их надежно устранить.